Это в рамках, это отвечает всем параметрам 95-го квартала. Надо отвлечь внимание от главного. Так же, как Арестович отвлек внимание от главного, от самого удара как такового. Вот он своими действиями, ему было поручено, как надо блокировать анализ сути процесса. Анализ сути процесса – это удар по Киеву и Киевской области, по энергетическим объектам критическим, они выведены из строя. Практически система еле держится. Сейчас, если морозы, все рухнет полностью. И второй момент был, главное было, чтобы никто не понял, а что же произошло с этими Х-22 ракетами, С-400 и так далее. Арестович прекрасно справился, просто прекрасно. Он своей, так сказать, гопотой, своими вот этими переключением внимания с Фейгиным вот это прикинулся, что он там уставший, вальяжный и все. Биомасса, планктон повелся на это по полной программе, и все переключились на Арестовича, на его заявление, что потом он стал объяснять. Видите, он все время был в драйве, он все время держал мейнстрим. Это и называется высший уровень пропаганды. Это натуральная пропаганда. Это Геббельс и советско-коммунистическая, кагибистская пропаганда просто, так сказать, отдыхают по сравнению с то, как сумел это сделать Арестович с Фейгиным. Это разыграно было замечательно. То есть все на это переключились. И толком никто не понял, а что же произошло, откуда взялась ракета Х-22, оказывается, их не сбивают, вообще сбить их нельзя, эти ракеты, вот что оказалось. То, что говорили, что там 3 ракеты сбито, это все оказалось теперь, что это неправда. То есть никакого, верьте в ПВО, вооруженные силы и воздушные, это все брехня реальная, вот. Но теперь можно спокойно этими С-400, что вывод какой делаем? С-400 спокойно могут поразить президентскую администрацию, то есть центры принятия решений, главные узлы веток власти. Могут банковые? Нет проблем. Могут суды поразить, там вот эту башню на площади Брежнева, которая стоит, и на Печерске, могут поразить. Поразить могут Верховный Совет? Да вообще без проблем эту стекляшку. Национальный банк? Без проблем. Оно все в одном месте сосредоточено. И кабинет министра на закусочку. Кстати, как она? Кирова эта улица называлась, да, теперь Институтская там и так далее. То есть практически обстрел Киева С-400 показал, что защитить сегодня Украина, ПВО, там военно-воздушные силы, ни Киев, ни другие города, ни центры принятия решений, что не могут. Отлично. Отлично для Путина. Лукашенко аж просто, наверное, там у него аж слюни текут из его рта поганого. Вот вам, пожалуйста. Второй вывод, что оказывается вот эти Х-22, которые передал и порезал которые Кучма, тогда показано видео, как они резались, да, вот это классная вещь. Оказывается, они очень хорошо стреляют. Очень хорошо стреляют. Хотя они предназначены для другой цели. Ну, нормально. Они используются для акций массового террора против гражданского населения. То, что они сделали в Днепре, это трагедия. Просто она. Безумная трагедия, просто безумная. Это результат действий нынешней власти. Ну и предыдущей тоже, и Кучма. А главное, надо до кого добраться. Это до Кучмы. Кучма, Пинчук, его жена, его дочка Лена. Ахметов, конечно, обязательно, Новинский. То есть, фактически, олигархи не проиграли. У них все хорошо. У них все хорошо. Им даже выгодна эта война. Да, они там что-то теряют, но они столько бабла уже, так сказать, монетизировали в золотые дублоны и прочее, и вывезли, что им хватит и хватит. Более того, им очень классно зачищаются концы их злодеяний. Как вы потом что-то найдете? Никто ничего концов никаких не найдет. То есть мы с вами видим, что кто выгодополучатель? Это миллиардеры. Кто выгодополучатель? Это Зеленский, это Ермак, это эти слуги народов. Они выгодополучатели. Их бы уже не было, если бы войны не было. Уже были выборы, уже бы даже и забыли про эту партию, про Зеленского и так далее. Про этого главу Верховного Совета, про Арахамию и прочее. Если бы войны не было. Вот вам кто выгодополучатель. Вот они.
Чем больше война, тем они становятся, они что, беднее становятся? Нет. Это народ становится беднее. Дальше давайте смотреть. Путин остановится? Нет, не остановится. Украина одна может выдержать эти сражения? Ну давайте реально говорить, как? Расскажите мне, как? Говорят, дадут оружие. Кто даст оружие? Кто даст оружие? Чего раньше не дали? Почему не дали? Уже разрушена половина хозяйственного комплекса Украины. Народно-хозяйственного комплекса разрушена. Уже страна банкрот, в дефолте. Страна в руине. Что надо еще? Что, надо еще вторую половину разрушить? Да? Надо, чтобы все население выехало со страны. Уже половина или выехала в западные области, или за границу. Что еще надо? Какая цель? То есть мы с вами видим, что практически это просто катастрофа, то, что сейчас происходит. В нынешняя власть, второй вывод делаем, не в состоянии защитить Украину. Оказалось, что Российская Федерация имеет такие средства поражения ракетные, которые отбить Украина что не может. И они уже настолько знают, куда бить. Они уже бьют прямо по одним ключевым точкам. Да? И в Ивано-Франковской области, и в Киеве, Киевской области, и в Харьковской области. Они знают, куда бить. То есть их цель добить энергетическую мощь Украины, энергетический ресурс, электростанции, теплоэлектростанции, это все должно быть разрушено. Дальше они возьмутся за логистику, он возьмется обязательно за железнодорожные узлы. Но перед этим он нанесет удар по центрам принятия решений. Ему надо, у него все продумано. То есть, если кто-то думает, что там он сдохнет раньше или еще что-то будет, не надо этим обольщаться. У него продумано все. Он идет очень поэтапно. Какой ответ? Какой ответ? Да никакого. Зеленский что-то про Лукашенко сказал? Да не сказал. Что, может Ермак? Может этот министр иностранных дел Кулеба? Может Резников? Нет, никого нет. А что ж такое? Может этот премьер-министр целый? Может глава Верховного Совета? Тот вообще молчит, как рыба об лед. То есть что происходит? Значит, есть уже диктатура, и есть верхушка, и есть хозяева, которые говорят, что можешь делать, что не можешь. Хозяева ему сказали, больше никакого куска Путин вам не отдаст. Поэтому у тебя, Зеленский, два варианта. Или ты соглашаешься на перемирие, на гуманитарный коридор с Турцией, как посредником, или Путин будет тогда уже бить конкретно, он уже может бить, и вот это показали, что он уже готов бить по тому, что я вам назвал. И что Беларусь уже все, Лукашенко уже полностью перешел в открытую позицию агрессора и готов уже вступить в войну, уже не в полный рост, ну, поскольку он же этот сатрап. То есть он будет делать то, что ему прикажет начальник. Говорит, что он не подчиняется Путину, это или идиоты это говорят, или это просто представители Путина, Лукашенко, КГБ. Ну, иначе нельзя это расценивать. Поэтому делайте выводы. Ну, тем более, он же тоже агент КГБ. В 1987 году, в октябре, был завербован, кличка Валет у Лукашенко. Так что тут вообще вопросов нет. Зеленский. Ничего не соображаешь с Ермаком? Аналогий никаких не проводишь по поводу Лукашенко. Так вот, что из этой ситуации, дорогие мои, для вас, украинцы, выходит? Выходит только одно. Спасение утопающего – дело рук самоутопающего. Что делает в это? То есть идет тяжелейшая война, геноцидно-террористическая. Что делает власть? Власть начинает вводить диктатуру. Это закон про масс-медиа, уничтожение свободы слова. Ну, кстати, Ульянов Бланк, большевики, коммунисты, ЧК то же самое делали. Сразу запретили свободу слова, уничтожили эти политические партии, были уничтожены, были расстреляны их лидеры, закрыты средства массовой информации. Но не первые, до этого Наполеон то же самое сделал. Оставил только 60 газет, потом еще 30 убрал, и тех всех расстреливал,
поубирал, посылал и так далее. Наполеон это практически такая редакция определенная антихриста. Это человек, который на его руках кровь миллионов людей. То есть это убийца. Это нормальный такой, как вот Путин с него пример берет. Это убийца, который уничтожил сотни, миллионы людей, живших в европейских странах. В Австрии, в Пруссии, в Польше. Вот, да и на территориях Российской империи и так далее. То есть это Италии. Это реальный убийца. Это убийца, который заложил механизмы подражания для нынешних таких же чмошников, каким был он. Это по сути так и есть. Но убийцу сделали, из него слепили такой образ прямо поклонения. То есть это антихрист. Так же, как Ульянов Бланк, Троцкий, Мао Цзэдун и прочие, Пол Пот и прочие твари, там Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, или как он там, Ким Ир Сен. И Путин такой же убийца, и Лукашенко такой же. То есть их надо убирать. Другого выхода просто не существует. Какой вывод делаем? Что, по сути, сегодня Украина беззащитна. По сути, она отразить атаки, которые будут сделаны, уже понятно какими ракетами, не может. Защитить центры принятия решения, то есть Кабмин, Нацбанк, администрацию президента, суды, здания судов, Верховного суда, киевских судов, там всяких апелляционных и так далее, она не может. Верховный Совет здания защитить, то есть они не могут быть защищены, они будут уничтожены. Не могут защитить электростанции, теплоэлектростанции, это X-22, и теперь от С-400 тоже не смогут защитить. Вот, так что надо готовиться. Подходит время выбора. Путин остановиться не может, потому что на него идет лавина экономического краха, социально-экономического, финансового краха. Он приближается к карточной системе. Он должен будет в стране где-то через 3 месяца, 4, будет дефицит продуктов, товаров, он должен ввести карточную систему. Это всегда, это воюющая сторона. У них нет других вариантов. И у него просто нет других вариантов. У него даже нет, ну есть миллион, ну еще он там может набрать. Потихоньку будет набирать. Но у него нет больших таких успехов, и он не может прорваться. То есть даже в том же Солидаре. Даже в том же Бахмуте. Это колоссальные потери. То есть, если на каждый маленький полунаселенный пункт, как Бахмут или Солидар, столько ложить человеков, там просто счет идет на десятки тысяч. Ну, так. Поэтому ему нужен массовый, генеральный прорыв. И он его будет делать. То ли он должен, ну, будет ли это в Украине, мы не знаем, да? То ли это будет Литва, то ли будет это Латвия, ну, естественно, это будет Польша. И я вам четко скажу, НАТО ничего не сделает, однозначно. Турция сказала, что заблокировала Швецию и Финляндию, говорит, выдайте Курдана, они курдов выдать не могут, потому что это практически надо встать на колени перед Турцией, признать, что Турция уже, так сказать, основоположник моды и диктует Швеции и Финляндии, как ей надо жить. То есть это вообще полный разгром Швеции и Финляндии по полной программе. Это недееспособность НАТО. Это недееспособность. НАТО ничего сделать не может. Ну, этот нынешний генсек, это просто какая-то карикатура. Это какая-то мебельный шкаф, да, в гарнитуре. Такой небольшой для одежды. Ну, выгнать надо этого Столтенберга. С него такой генсек, как из чего-то пуля, понимаете? Они его держат. Они его держат. То есть НАТО разлагается. НАТО в последние кампании везде все проиграло. Все, что она не начинала, она все проиграла. Даже та же ситуация Косово и Сербии, это проигрыш НАТО. Это колоссальный проигрыш НАТО. Везде. Это Ирак проигран, Ливия проиграна, Сирия проиграна, Соединенными Штатами, Великобританией. То есть Великобритания это вообще, конечно, потеря Джонсона приведет к полному развалу Великобритании, это как бы понятно.
Вот, абсолютно в тупике находится Португалия, Испания. Испания перед распадом. Будут какие-то очень серьезные. Ну, Португалия это вообще социалистический заповедник какой-то. Это страна-лузер, однозначно. В ней будут какие-то... Ну, у нее очень часто были внутренние гражданские войны, диктатуры. Она к этому должна вернуться. Так же, как Испания. То есть это совершенно слабые две структуры. Поэтому в НАТО ничего не сможет помочь. Ни Польше, ни Литве, Латвии, Эстонии, ни вот этим Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии. Ничего не поможет. Да оно и не способно. Оно просто не способно. Щеки надувать могут, да, что у них там леопарды есть, абрамсы, ракеты. А как только до дела дойдут, надо армию иметь, которая зубами будет цепляться, вот как украинская, бьется, бьется, без оружия, без ничего, бьется. Агрессоров противостоит, а у них такого нет. Плюс армия находится в войне в Украине, ядро с 2014 года. Ну и раньше тоже приходилось принимать участие в разных операциях. А что эти страны, это закормленные страны, это толстые, откормленные, бюрократические, полумертвые организмы, загнившие, разложившиеся. Они будут добычей для Путина. Путину нужна добыча. Что он уже в Украине что-то взять. То есть грядут какие-то колоссальные события. Колоссальные. Поэтому еще раз говорю, в Польше не сидите, нечего там сидеть. Литва, Латвия, Эстония, вообще Финляндия. Туда у вас очень мало времени. Очень мало. Путин терпеть не может. Ему надо это зимой делать. Ему нужна зимняя война. Зимняя война. Потому что все говорят, весной начнет. Ну, во-первых, Путин всегда делает совсем не то, что от него ожидают. Надо уже это выучить правильно. Так что, а во-вторых, его поджимает крах внутренней системы. Ну, плюс он очень старый и он нездоров.